Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня новый хобби-влог, новый день, новый влог. Ну, давайте покажу, что по плану, что хотелось бы раскрасить. Там сегодня, завтра, не знаю, посмотрим, как будет настроение. Вообще я по плану, я показывала и говорила. Ханна Карсон, лесные сказки или сказки из леса, кому как удобно, в общем. Я хотела бы все-таки здесь что-то доделать, ну, как минимум, вот эту вот цепочку, да. Доделать эту мадам, у меня с ней что-то не заладилось и так далее. В общем, не знаю, мне нравится, мне прям от начала и до конца как пошло. Ну и вообще было по плану у меня в этой раскраске вот этот вот красавец-мужчина. Я обожаю сов, поэтому да, мимо никак не пройти. Следующее, полуночный маскарад. Здесь решили с Ирой раскрасить первый самый разворот. Вот такой вот. Я надеюсь, что осилю. Так, ну и ведьминые истории, да, или ведьминые, или, в общем, ведьмочки, я ее называю. Здесь, по сути, тоже нужно было бы справиться, вот хотелось бы, по крайней мере, мне справиться вот с этим, с этой иллюстрацией. Здесь самое начало, да, перфорация. И, ну, честно говоря, здесь я как бы еще не определилась, что я буду красить именно в этой раскраске, что бы мне хотелось здесь раскрасить. В общем-то, нравится мне здесь все, но по сути вот здесь нужно было бы исправить, да, уже доделать разворот. Очень нравится вот эта вот иллюстрация, хотелось бы. Смотрела у Дианы вот этих жучков и прям вдохновилась. Не знаю, тоже хотелось бы их раскрасить. Ну, с филинами, по-моему, хочу все на этот разворот замахнуться, но пока сегодня как-то точно нет. Поэтому, знаете, такое настроение какое-то, вроде бы и хочется, и в то же время не хочется. Ничего делать сама не знаю, чего я сегодня хочу. В общем, поэтому решила на что-то огромное не замахиваться. Поэтому, скорее всего, если все-таки буду делать, то, скорее всего, кота и перфорацию. Вообще в этом месяце по плану сов будет достаточно. Это что касается Ханны Карсон. У меня еще мания ботаника по плану. Я показывала, говорила о ней. В общем, здесь тоже так уж совпало. Будут вот такие совы, скорее всего. Я пока не решила, чем я здесь буду красить, но, скорее всего, акварель карандаши. Не факт, но, скорее всего, да, мне понравилось акварелить в этой раскрасочке, поэтому я решила, что, я надеюсь, вам видно, скорее всего, это будет тоже акварель. Я чуть-чуть здесь подкрасила. Я здесь маркерами преимущественно делала. Моя, наверное, самая первая работа, если не ошибаюсь, здесь была. Я маркерами преимущественно здесь. Я ее покупала, собственно говоря, под маркеры. Здесь вот маркеры и перламутровая акварель. Я не знаю, видно, нет. Мне бы хотелось продолжить здесь акварелить. Как-то со светом, не знаю, уже, как говорится, мозг сломала, как распределить свет грамотно здесь. В общем, вот такое вот чудо тоже маркерное. Ну и такие были слоники. В общем, много здесь раскрашивалось. Ну, как много. Хотелось бы, конечно, больше. Здесь вот акварель преимущественно с карандашами. Хотелось бы больше. Но как-то она ушла на дальний план.
с появлением все больше и больше новых раскрасок, поэтому хотелось бы ее задействовать. В общем, я определилась, остановилась на совушках. Совы еще в других раскрасках тоже будут, поэтому да, буду красить. Это что касается планов на сегодня. На завтра, скорее всего. Давайте покажу, что у меня появилось из новинок. Совсем чуть-чуть, но хочется показать. Смеха ради, я заказала, у меня акварель. Ван Гог куветы мелкие были, я показывала в таких вот, в такой крышечке. Я решила заказать пенал под акварель. Не поверите, я, конечно, долго смеялась. Я видела, что он маленький на Алике, но я что-то не думала, что уж настолько маленький. Но, тем не менее, я заказала нормальный пенал. Этот решила оставить, мини-тинбокс. Я сюда сложила, знаете, Ван Гог. Вот у меня верхний ряд это сумеречная акварелька. И внизу вот это вот темпер, да, правильно. Господи, забыла уже, как называется. В общем, интерферентная, господи, интерферентная акварелька. Здесь сумеречные. Как раз по 3 у меня получилось, поэтому я решила, прошу прощения, соседи, это какой-то, я не знаю. Бесполезно ждать, когда они перестанут прыгать, потому что прыгают, можно сказать, что круглосуточно. Зеленый, красный у меня, синий. Здесь у меня желтый, зеленый и розово-фиолетовые сумеречные. Ну и, в общем-то, знаете, знать, что у меня здесь конкретно отдельно такого вот формата, потому что не на каждый день акварель, не на постоянку, как говорится, поэтому она будет вот в таком, ну, пока не прибавляется у меня ничего, да, по акварели именно из этого формата. И я решила, она пока будет вот надо, раз маленькую достала, мало места занимает, ну, вообще здорово. Ну, а под оставшуюся, потому что в любом случае я буду добавлять куветки, да, от Ван Гога обычная акварелька, я заказала уже нормальный пенал. На 12 кувет пока что. Ну, а пока вот все в таком формате у меня стоит. В общем, да. Дальше. Заказала чехол. Заказывала я еще один чехол под телефон. Вот такой милашка. Посмотрите, какая прелесть. Я обожаю сов. Ну и прям вот, да. Вот такие милахи будут. Что еще пришло мне? Так, пришла кисть. Девочки, пришла кисть. Вот такая вот. Это 8. Первый раз рискнула заказать. Это на Алиэкспресс все заказывала, да? Не знаю, сказала, не сказала. В общем, я еще не открывала. Давайте открою. Самое интересно. Пришло, как я вот в тубе и в хорошем таком конверте с пупырочкой. То есть, как бы, да, ничего не испортилось. Все замечательно. Ага, слушайте, вообще здорово. Вот такая вот интересная туба. У них защитная, я надеюсь, видно. Вот такая вот кисточка. Одну секунду. Продолжаем. Извиняюсь. Все шумит, везде шумит. В общем, вот такая кисть. Она достаточно такая мощная. Но я и хотела. Слушайте, ну вообще здорово. Вот такая вот кисточка. Ну, я так понимаю, синтетика, понятное дело. Интересно, конечно. Вот попробую вам показать. Сделано. Я еще, видите, не размачивала, не размывала ее. Классно. Я довольна. Так что у меня теперь вот появилась такой серии. Ну, буду теперь заказывать поменьше размера. Это была такая пробный заезд. Довольна. Прям на все 100%. Хорошо упаковано. Все, ничего, видите, даже туба ни на грамм не помялась. Ну, надо отдать должное продавцу. Можно заказывать. Так, ну и последняя такая небольшая, знаете, я еще для себя даже не решила, это разочарование или нет. Это вот такая раскрасочка. Если со стандартной, да. С чем ее сравнить вам? Ну, давайте полуночный маскарад возьмем. Почти. Чуть-чуть меньше, да, вот. Почти как полуночный маскарад, где-то вот сантиметр в ширину, может, плюс-минус. На сантиметр меньше. В общем, заказала вот такую раскраску. Она
сама по себе стоит, я бы не сказала, что дешево на Алиэкспресс. Под вот эту как раз Черную пятницу она стоила сущие копейки, там рублей 300 я за нее отдала, то ли 200 с чем-то, то ли 300 рублей. Но, и я как бы ничего особенного от нее не ждала, но продавец прислала, она вся, видите, в заломах. Здесь прям вообще такой конкретный залом. Не критично прям так, чтобы это не повлияет, скорее всего, на раскрашивание, но приятного мало, конечно. Ну и обложка, я почему-то думала, с другой будет. Это сказочные, уже опять забыла, как называется она. То ли сказочные мечты, то ли что-то в этом. Так, господи, соседи, прям это какой-то... Да, сказочные мечты называется. Здесь иллюстрации односторонние, достаточно такие простенькие, не сказать. Бумага, знаете, не скажу, что она прям тонкая, но и не вау плотная. То есть такая средняя, в общем-то, как и в раскрасках от Ханны. Нормальная, скажем так. Я не совсем разбираюсь в этом, поэтому умничать не буду. Здесь вот такие иллюстрации. Я думала, она раньше придет, подзадержали. Ну и, собственно говоря, если мы с вами потом полистаем, простенькие такие иллюстрации. Мне нравятся феечки. Здесь преимущественно, видите, здесь, в общем-то, вся она с феечками. Они все односторонние. Бумага такая, я бы сказала, желтоватая больше. Ну, в целом, пораскрашивать можно. Вот, например, можно даже к Новому году приурочить иллюстрацию. Такая, как, знаете, шарик. Сидит как будто на новогоднем шаре. Ну, в целом, мне нравится. Буду пробовать раскрашивать. Почему нет? За такие, ну, грубо говоря, грубо выражаясь, за копейки взяла. Поэтому имеет место быть. То есть за 1000-1500 я бы ее точно не взяла. Она того не стоит. Ну, вот за 300 рублей, наверное, самая ее цена такая хорошая. В общем, буду пробовать раскрашивать. Я ее, в общем-то, ждала. Мне хотелось, как я уже сказала, пораскрашивать вот это вот что-то, ну, осеннюю такую иллюстрацию, можно сказать. Я не знаю здесь, чем, конечно, красить лучше. Я читала на нее отзывы у девочек. В общем-то, не сказать, что ее ругали, но я так и не поняла, кто чем здесь красит. Буду пробовать. Они, как я сказала, односторонние, поэтому... Я думаю, можно будет попробовать, знаете, одну иллюстрацию карандашом, одну акварелькой, одну маркерами. Собственно говоря, ничего страшного не произойдет. Это у меня тут еще мало того, что соседи сверху прыгают. Слушайте, какой-то кошмар. Все, птицы решили похулиганить, свои эти шумят, тягают. В общем, вот такие новинки у меня сегодня были, небольшие. В целом довольна. Не скажу, что я прям совсем разочарована заказом. Ну, как-то дольше я его ждала, чем получила. Сейчас хочу взять пленку под раскраски, которая... И хотелось бы тогда уже, знаете, чтобы не испортить ее, и одеть на нее пленочку. Потому что и так она вся в заломах во всем. То есть еще если... Кстати, здесь даже титульного листа, никаких опознавательных. Ну, в общем, просто, видимо, с интернета что-то такое стоковое скачали. И сделали из нее раскраску. Ну, как бы мне это не принципиально. Но даже титульного листа нет. В общем, хочу сейчас одеть пленку. Пленка у меня такая вот... гофрированная. А мне что не нравится, видите, какой-то размер у пленки все время получается, что как будто очень много обрезков получится по этой пленочке, конечно же. В общем, да, слишком много будет обрезано. Ну да ладно, буду сейчас пробовать. Итак, я начала красить здесь
Лесные сказки в раскрасочке. Вот такой вот сову, как я уже говорила. Я здесь залила, так скажем, фон. Пытаюсь, по крайней мере, его сделать. Ну и пока будет сохнуть вся эта история, буду пока раскрашивать в какой-нибудь другой раскраске. Я даже не знаю, что сегодня взять, что покрасить. Буду сейчас думать. Скорее всего, мне бы хотелось попробовать. Сейчас достану Керби. Не уверена, но то есть мне не нужен листок. Особо чуть-чуть затекло, но это все поправимо. Пока она будет у нас сохнуть, хочу попробовать. Я начала здесь раскрашивать, как и хотела, но не совсем по плану все пошло. Не знаю, как-то у меня по настроению, да. В общем, я здесь решила, где она, раскрасить иллюстрацию. У девчонок она уже, по-моему, раскрашена, а у меня нет. Вот эти вот яблоки. Мне бы хотелось их раскрасить. Ну и, понятное дело, я уже начала. Пробую, так скажем, проба перам, да. В общем, я начала. Буду сейчас доделывать. Мне бы хотелось здесь легкий фон сделать, все-таки акварелью. Не знаю. С одной стороны, как-то, знаете, страшновато, вдруг испорчу. А с другой стороны, ну, пастель не хочется здесь делать по той причине, что она все время, вот эти вот пятна остаются и так далее. Мне это как-то не нравится, поэтому хотелось бы все-таки акварель. Так, здесь вот как раз таки яблоко. Я думаю, можно как раз вот зачепить всю эту историю. Можно немножко все-таки как-то поднять, мне кажется. Пытаюсь как-то, чтобы вам было видно, сообразить. Ну и хочется так, знаете, ненавязчиво, не слишком ярко, не слишком много. Сделать все-таки такой нежно-голубой какой-то фон здесь акварелью. Не знаю, здесь бумага не ахти, прям совсем не ахти. Видите, уже видно все эти, так скажем, косяки акварели. Она прям промокает, и я, конечно, слишком, наверное, намочила. Вот. Мне не хочется здесь прям чего-то глобального. Просто вот легкий какой-то. Хотелось бы вообще фон, но я смотрю. Да. Совсем легкий не получится, да? Бумага ужасная. И вот многие работы очень хорошо под акварель, прям как по мне, подходят, но, к сожалению, бумажка не дает вот этого сделать, разогнаться, потому что все протекает, промокает сходу. Видите, даже еще не успеваешь ничего сделать. Будем надеяться, что без особых каких-то потерь это все дело будет. Вот. Ну, я надеюсь, пусть сохнет. Дальше дорисуем. Раз уж у меня тут в руки попала акварель, хотя бы намек на такой фон, не фон. Я, конечно, очень надеюсь, что я не испортила все. Вот так вот можно взять и все испортить одним, как говорится, взмахом кисти.
Кисть, кстати, очень классная. Собственно говоря, почему и завелась сегодня с акварелью. Потому что мне хотелось попробовать именно эту кисточку. Очень классная кисть. Буду еще у этого же продавца. Нужно будет заказать. Тут вот, конечно, будем надеяться на лучшее. Но подозреваю, что чуть-чуть все-таки умудрилась накосячить. Буду еще у него заказывать остальные размеры. Мне очень понравилось. Я, в общем-то, хотела эту большую кисть. Она здесь, конечно, видите, не совсем для этого пространства такие вот мелочи прокрашивать. Но в целом она мягкая, она удобная, она вообще классная кисть. Прям я в восторге от кисточки. Уж чего-чего не ожидала, что мне так понравится кисть. Конечно, да. Здесь вот будем надеяться на чудо. Будем надеяться, что сможем всю вот эту историю выправить. Ну, в общем, я здесь и не хотела такого прям плотного какого-то фона. Пусть будет так. Можно было, конечно, акварельные карандаши размыть. Ну, хотя, в общем-то, здесь вода, я же говорю, хоть акварель, хоть карандаши. Просто вода несовместима здесь с этой бумагой, к сожалению. А вот все такие вот иллюстрации, которые, конечно же, интереснее было бы под акварель. Некоторые вообще прям не представляю, как без акварели закрашивать. Так что да, придется постараться потрудиться. Я надеюсь, что тут все обойдется. Немножко вот добавлю, потому что, ну, будем, значит, с обратной стороны как-то выправлять. Хотелось бы верить, что все будет отлично. Плюс еще у бумаги какие-то вот такие вот, видите, косяки, как, не знаю даже, как это объяснить. Пропечатывается что-то. Или мне так повезло с бумагой, или я не пойму, что это. Ну, в общем, вымыть здесь нереально, к сожалению. Цвет вот уже ляпнула, и все, и, как говорится, безвозвратно. Ну, будем ждать, когда вся эта история высохнет. Посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что что-нибудь да получится. Да, конечно, вся эта история не в этой рассказке, не про эту, да, с акварелью, потому что вот видите, что не хочет она ложиться. Начинаешь подсушивать, не размывается, нет. И, в общем, наслаивать мне, честно говоря, не хочется. Я боюсь ее просто совсем выбросить тогда. Все это дело, видите, промокает. В общем, бумага, конечно, полная. Ой, да. Ладно, ничего страшного, это тоже опыт. В целом, когда все полностью раскрасить, это, конечно, будет, может, не настолько все печально. Ну, конечно, да. Вода здесь вообще ни в каком виде не предполагается, потому что, ну, видите, она сразу все портит. По сухому, может быть, если только, но по сухому, опять же, я не могу и боюсь, что сильно толку от этого тоже большого не будет, хотя не факт. Можно, конечно, попробовать гуашью, но, опять же, здесь очень много обходить, и не знаю, не уверена. В общем, буду мучить, буду думать, как это все дело исправить, поправить. Не смертельно, в общем-то. Будем исправлять. Пусть пока выравнивается, хорошо просыхает. Дальше, собственно говоря, наши лесные сказки. Наша совушка. Даже, наверное, не совушка, а филин такой.
Все высохло. Здесь вот, не знаю, я пыталась размыть, что-то тоже не пошло. Но в целом что-то вроде ночи. Вот видите, как заплыло. Но это не страшно, я здесь исправлю. Гораздо страшнее, если... Ну, вроде как нет, не пострадало, остальное все. Надеюсь. Не хотелось бы. Чуть-чуть в разворот ушло. Ну, я думаю, что не смертельно выдержала. Тут все поправимо. В общем, буду раскрашивать. Не знаю даже, чем эту всю историю раскрашивать, чем пробовать красить. Есть у меня уже такой зимний вариант мэджиков. Да, опять деревом скажут мэджиком. Ну да, мне нравится. Хочу попробовать. Но почему-то вот в этих раскрасках именно карандаши-то мне и не нравится, как ложатся. Ну, неважно, Magic это не Magic, но вот как-то, мне кажется, они здесь не особо-то хорошо ложатся все-таки. Поэтому да, не особо как-то. Мне кажется, эта раскраска прям по большей части под акварель бумага. Ну, по крайней мере, моя. Вот эта книга, это издание. Потому что, вот видите, даже как карандаш ложится, я бы не сказала, что он здесь хорошо ложится. Если, может быть, дорисовывать, как-то дорабатывать карандашами здесь, то да. А вот именно раскрашивать, я смотрю, здесь карандашом прям не особо-то хорошо он здесь ложится. Будем надеяться, что это все блендером дело выровняется. И будет у нас с вами красота. Ну, хотелось бы в это верить. Да. Ничего страшного. Сейчас все закрасим. И уже по итогу буду смотреть. Если что, можно всегда взять акварель. Ну вот я уже не первый раз раскрашиваю. И замечаю, что карандаш здесь как-то и не особо-то хорошо работает. Что, конечно, странно. Обычно все наоборот, да, то протекает акварель, то еще что-то. Но вот здесь, видимо, больше как-то упор был на акварель. И, видимо, карандаши здесь вообще никак. Вот видите, совсем не нравится, что получается, честно говоря. Прям от слова совсем не нравится. Не знаю, как-то вот проходиться блендером, чтобы это все дело как-то хоть чуть-чуть выровнять, хоть чуть-чуть исправить, поправить. Вот видите, хотя бы так. Но, скорее всего, придется всю эту историю делать акварелью. Потому что я смотрю, не особо-то блендер даже хочет здесь работать. Он работает, справляется, в общем-то, но нужно постараться, нужно посидеть здесь, помучиться. Ну, по-русски говоря, если коротко в двух словах, нужно посидеть, потерять кучу времени, помучиться, и дабы этого не происходило, видимо, все-таки, ну, я не знаю, может быть, какие-то другие карандаши здесь хорошо зайдут. Но, вот, видимо, нужно постараться потерять кучу времени. Но эти такие вот танцы с бубнами, конечно, не всегда хочется, не всегда удобно, потому что, ну, вы теряете время, помимо всего прочего. Даже порой бывает вот в такие моменты начинаешь, не получается, или там получается, но не так, как хотелось бы. И, конечно, уже в какой-то степени, да, думаешь, не очень-то и хочется тут красить.
В общем, да. Наверное, здесь, ну, это уже придется все доделывать однозначно. А так, наверное, все-таки здесь по большей части акварель. Если так что-то дорабатывать ручками, карандашом. Потому что я тоже до этого красила карандашом, наверное, в другой в ведьмочках. И тоже как-то не совсем в восторге была от карандаша. Видимо, они рассчитаны по большей части на акварель, эти раскраски. Ну, ничего страшного. Будем доделывать, докрашивать. В любом случае. В любом случае нужно раскрасить. Ну, а уже будем знать, что особо карандаши тут... Ну, вот не знаю, у меня, видите, не заладилось. Может, у девчонок как-то и получалось. По акварели так вообще не хочет. По крайней мере, этот карандаш совсем не хочет работать. Вот такой сегодня небольшой болтологический влог. Поболтать с вами немножко, показать, что нового. Ну вот начали, не сказать, что прям удачно, но буду сейчас мучиться. Не совсем удобно на камеру мучиться с этим. Ну и уже, если что-то из этого получится, я вам обязательно покажу в следующем влоге. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Может, кто-то красит здесь. Напишите, какими карандашами вы здесь красите, если у вас тоже зарубежные издания. Будет интересно послушать. Всем хорошего настроения, творческого настроения, вдохновения. Ну и всем пока-пока.